Витаю, друзья, здравствуйте, все добрые и адекватные люди. Было бы вам интересно узнать о группе препаратов, которые могут подарить дополнительных 99 месяцев жизни или, грубо, 8,3 года жизни людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня в видео речь пойдет как раз о таких людях и об исследовании, которое показало, что это действительно возможно. Ссылка на исследование, которое было опубликовано в журнале Open Heart в 2016 году, будет дана, как всегда, в описании после этого видео. Исследователи задались вопросом, а что будет, если люди начнут принимать препараты или какие-нибудь другие меры совершать, которые уменьшат вероятность сердечно-сосудистой смерти на 30%. Такие исследования существуют, в частности, для препаратов, которые многие люди ненавидят. Называются они статины, препараты, которые снижают синтез холестерина в печени. И для статинов как раз хорошо известный факт, что они действительно снижают сердечно-сосудистую смертность на 30%. Причем факт этот достоверный, проверенный, многократно, ни у кого сомнений не вызывает. И ученые решили проверить, а что будет с людьми с высокими сердечно-сосудистыми рисками, если они не будут ничего принимать, не будут снижать свои риски сердечно-сосудистой смерти, либо будут снижать эти риски смерти на 30%. В нормальных условиях такой эксперимент сделать невозможно, потому что мы не можем одного человека заставить прожить две жизни. Одна жизнь без каких-либо вмешательств, которые уменьшают риски сердечно-сосудистой смерти на 30%, а другую жизнь прожить так, чтобы снижались эти риски. И поэтому на основании статистических данных, больших эпидемиологических исследований, была виртуально сделана группа из 10 тысяч мужчин с высокими рисками сердечно-сосудистых заболеваний. И к ним применили модель. Одна без каких-либо вмешательств, которые бы снижали риски на 30% от смерти, а другая модель с, допустим, какими-то вмешательствами. В частности, исследователи указывают, например, статины, которые уменьшали эту вероятность смерти. И что получилось? При исследовании у таких мужчин оказалось, что в среднем прибавка к их продолжительности жизни всего лишь составляла плюс 7 месяцев. То есть снижение на 30% рисков от сердечно-сосудистой смерти дает всего-навсего несчастных 7 месяцев дополнительных жизни. Конечно же, это кажется очень мало. И действительно, противники лечения сердечно-сосудистых заболеваний подхватили это как факт, что зря стараетесь, снижение рисков ничего вам не дает, снижение риска смерти всего лишь дает плюс 7 месяцев к жизни. Но если внимательнее почитать это исследование, то оказывается, что эта добавка к жизни распределилась крайне неравномерно. 7% людей получили колоссальный прирост к своей продолжительности жизни, то есть 99 приблизительно месяцев в среднем, или, грубо говоря, 8,3 года. Ну а 93% не получили никаких преимуществ. То есть снижение рисков сердечно-сосудистой смерти на 30% не давало им никаких дополнительных месяцев, даже жизни. Вот такое неравномерное распределение. Более того, в модели с людьми, у которых были еще более высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний, группа, которая получала преимущество, плюс 8,3 года жизни, составляла 10%. То есть приблизительно 1 человек из 10-1 из 14 получал крупный выигрыш. И данная ситуация обстоит таким образом, будто группа людей выбирает просто страховку. Страховкой служат страховые взносы, которые в данном случае представляют собой интервенции, снижающие риски сердечно-сосудистой смерти на 30%. Ну а страховой случай – это
не случившийся в результате застрахованности какой-нибудь серьезный инфаркт или инсульт, который бы привел к смерти. Или это можно сравнить с лотереей, где участники в течение многих лет вносят какие-то взносы, а потом 7-10% попадает крупный выигрыш в виде дополнительных лет жизни. Надо сразу сказать, что к данной игре допускаются не все. В нашем понимании это значит, что не всем людям нужны, конечно же, такие интервенции, а тем людям, у которых высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний. Напомню, что к ним относятся, например, люди, у которых прямые кровные родственники имели до 65 лет какое-нибудь сердечно-сосудистое событие, скажем, инфаркт миокарда или инсульт, или какие-нибудь заболевания периферических артерий. Или это люди с повышенным уровнем липопротеина А, с маленькой буквой А, или люди с высоким артериальным давлением, или люди с почечной недостаточностью, или с аутоиммунными заболеваниями, или с заболеваниями тяжелыми щитовидной железы. То есть существует определенная группа, и я лично всегда начинаю, когда работать с пациентами, провожу такой сбор анамнеза, чтобы выяснить, есть ли какие-нибудь у человека факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и естественно, если у человека уже есть атеросклеротические бляшки, где бы то ни было в сосудах, это говорит о том, что такого человека нету никакого иммунитета против атеросклероза. Естественно, он уже относится, даже если ничего не чувствует, тоже к группе повышенного риска. То есть вот таким людям следует, наверное, применять интервенции, которые снижают риски сердечно-сосудистой смерти. То есть это про допущение людей к участию в лотерее, если хотите. Но, может быть, возникнет вопрос, что один человек из 10 или один человек из 14 – это крайне мало, не стоит игра свеч вообще, потому что вероятность крайне низка. Ну, с одной стороны, это может быть и так, но все зависит от вашего восприятия, от контекста. Если я вам скажу, что, допустим, человеку предложить можно операцию, из которой 1 из 10 шансов, что он не встанет из операционного стола, то, наверное, многие подумают, стоит ли делать такую операцию. То есть контекст очень сильно меняет восприятие значимости или вероятности события. Поэтому я считаю, что 1 к 10 и даже 1 к 14 – это очень большая вероятность получить приз. Что же с теми людьми, которые не получили 93%, ну или там 90% не получило никаких преимуществ. То есть они, простите, что вот так вот принимали бы препараты, допустим, те же статины, там, зря. Ну, нет. Существует как минимум 3 причины, по которым такие люди не достигли каких-либо дополнительных годов жизни. Причина первая, у них и так бы никогда не случилась сердечно-сосудистая смерть. Ну вот есть такое. Причина вторая. Авторы рассматривали смертность от всех причин. То есть тут уже вступают у нас в игру конкурирующие причины смерти. То есть онкологические заболевания, осложнения сахарного диабета, деменции, инфекции, травмы, что хотите. То есть, соответственно, часть людей, она просто-напросто не дожила, и они погибали там, от травмы или от каких-нибудь онкологических заболеваний. Ну и, наконец, для третьей части людей возможно 30% снижение риска сердечно-сосудистой смерти было недостаточно для того, чтобы это как-то повлияло на их продолжительность жизни. В любом случае, данное исследование, пусть и виртуальное, оно использовало очень точные статистические модели. Вы можете, еще раз повторюсь, ознакомиться с этим исследованием. И на него опираются сейчас ведущие липидологи мира, не YouTube-блогеры, которые вам рассказывают про латание сосудов холестерином и прочие небылицы, а действительно серьезные люди, которые выражают точку зрения науки, а не сторителлинга. Естественно, в данной теме будет очень много хейта, поэтому я еще раз не поленюсь и сделаю сразу контраргументы. Ну, во-первых, сейчас муссируется тема, что
Да, действительно, статины в исследованиях показывают 30% снижение риска сердечно-сосудистой смерти, но продвинутые пользователи отмечают, что это относительный риск, а в абсолютных цифрах это снижение риска ничтожно. Объясню на пальцах. Допустим, у нас есть группа 1000 человек, которые в течение 3 лет не принимают статины. И среди людей этой группы наблюдалось 3 случая инфаркта миокарда или смерти. А в группе, которые принимали статины, наблюдалось за такое же время 2 случая инфаркта миокарда или сердечно-сосудистой смерти. 2 или 3 – это абсолютные цифры. В относительном значении можно сказать, что действительно в группе, которая принимала статины, 3 против 2 – это на 33% меньше людей умерло, допустим, от инфаркта. Но в абсолютных цифрах это выглядит как в первой группе умер всего лишь на 1 человек больше, чем во второй, которые принимали статины. И, соответственно, 1 человек из 1000 – это 0,1%. То есть это ничтожный процент. И об этом, собственно, и говорят все блогеры, которые выступают против статинов. Но они забывают или не хотят видеть другую ситуацию, что атеросклероз и его осложнения – это процесс, который длится десятками лет. Существующие исследования покрывают в лучшем случае 2-3 от силы 5 лет, потому что это очень дорого. А какие-то значимые события развиваются через 10, 15, 20 лет. И так как за 2-3 года, которые ведутся вот сейчас исследования, вероятность наступления даже в самых таких неблагополучных группах по сердечным рискам какого-либо сердечно-сосудистого заболевания очень мала, поэтому и эффект от их снижения небольшой. Но в тех группах, например, при увеличении времени количество людей, допустим, может стать уже не 2 человека, не 3 человека на 1000, а 30 человек на 1000. И тогда снижение относительно на 30% спасет уже 10 людей, а не 1 человека на более значительном промежутке времени. Об этом как-то не хотят говорить, но это факт. Следующий, конечно же, факт, который все, безусловно, знают, это побочные действия статинов. Да, они имеют побочные действия, но любой препарат имеет побочное действие. И витамин D, если сравнить, и даже омега-3 всеми любимая. Там может быть частота большая фибрилляции предсердий, допустим. При неумеренном потреблении витамина D могут быть камни в почках, допустим. Но, тем не менее, все любят говорить про статины, хотя исследования показывают, тоже ссылочку приведу в описании, что когда тестируют людей на статинах или на плацебо, побочные эффекты совпадают на 90%. То есть представьте себе, 90% всех побочных симптомов повторяется у людей, которые принимают плацебо, а не статины. То есть сам факт приема таблетки уже настраивает человека на поиск каких-то причин, каких-то неприятных ощущений в теле. И это справедливо не только для статинов, для любых препаратов. Там, от давления возьмите таблетки или антибиотики. Наверняка найдутся люди, которые опишут вам страшные побочные эффекты. Я не говорю еще раз, что побочных эффектов нет, но очень часто статины принимают люди, у которых организм уже изрядно испорчен. То есть это возрастные люди, часто это метаболические различные у них нарушения, там сахарный диабет, допустим, жировой гепатоз, висцеральное ожирение, гипертония, различные артриты. Соответственно, такие люди не могут себя хорошо чувствовать, у них часто очень много болит всего в теле, но они относят свои все печальные ощущения именно к статинам. Плюс дозировки. Есть люди, которые правильно выполняют инструкции, даже написано, вы сначала модифицируете образ жизни свой,
правильное питание, как бы это ни банально было, движение, сон, потом уже корректируйте, в общем-то, ваш липидный профиль. Естественно, если вы сидите на диване, ничего этого не делаете, то вам вместо дозировки, допустим, 5 мг, которой бы вам хватило, вам назначают 40 мг. Соответственно, разница в 8 раз, и дозозависимые побочные эффекты, конечно же, нарастают. Все это я регулярно вижу в своей практике. Я не фанат, там, допустим, просто статинов. То есть лично я сам принимаю эзитимиб. У меня он хорошо работает, держит у меня аполипопротеин Б 0,44 грамм на литр. Я пробовал статины, тоже работает, но эзитимиб у меня лучше работает. Но не суть. Есть люди, у которых эзитимиб работает, есть люди, у которых статины работают, есть люди, у которых репата или пролуент работает, есть люди, которые сидят на сибраве, есть люди на бемпидоевой кислоте и на всяких их комбинаций. Есть люди, у которых просто хватает силы воли держать и генетики, держать свои уровни липопротеинов низкой плотности в норме. И триглицериды, кстати, тоже. Поэтому свет клином не сошелся на статинах, но сошелся на том, что если вы хотите, будучи в группе повышенного риска, снизить свои сердечно-сосудистые риски, вам все равно придется каким-то образом снижать атерогенные липопротеины и аполипопротеин Б, содержащие частицы. Вот каким-то образом вам это придется сделать, по-другому просто не бывает. И если вы можете это сделать без лекарств, отлично. Если вы не можете сделать это без лекарств, ну, бывают случаи, у меня некоторые пациенты перенесли операции, аортокоронарное шунтирование, это разрезают грудную клетку, это берут вены из ноги, пересаживают их вместо коронарных артерий, тяжелая, сложная кардиологическая операция. После этого им назначают статины, потому что у них до этого были атеросклеротические забитые сосуды. А потом эти люди читают или смотрят видео, где рассказывается о вреде препаратов, снижающих холестерин. Они перестают принимать эти препараты. Через 2 года у них новая операция. Пожалуйста, выбор ваш. Но возвращаясь к теме видео, хочу, чтобы вы запомнили, что все-таки усилия по снижению сердечно-сосудистой смертности могут кому-то из вас, если у вас есть повышенные риски, дать действительно почти 10 лет дополнительных жизней. Это же в среднем результат, кому-то и больше может быть. Единственное, что мы не можем сказать точно, кому повезет. Но шанс очень большой. 1 из 10 или 1 из 14. На этом все. Ну а если вам интересно, каким образом вы можете снизить холестерин и уменьшить вероятность атеросклеротических изменений у себя в организме, у меня есть специальный видеокурс для этого. Также этот видеокурс включен в курс «Как замедлить старение». Ссылки на него в описании после этого видео и в первом закрепленном комментарии.